Он был не просто султаном, он был законом, мечом и сердцем своей эпохи. Его боялись враги, уважали союзники и обожала женщина, чье имя изменило историю. Его звали Сулейман I, но в мире его помнят как Сулеймана Великолепного, правителя, который превратил Османскую империю в самую мощную державу Земли. Это история человека, который покорил не только города, но и человеческие души. Рождение власти. Сулейман родился в 1494 году в Трабзоне, на краю империи, где горы касаются моря, а амбиции – неба. Он вырос среди книг и сабель, изучал Коран и философию, но больше всего силу ответственности. Его отец, султан Селим I, был жесток и непоколебим. Он научил сына простому правилу – империя живет не на страхе, а на порядке. Когда Сулейман взошел на трон, ему было всего 26 лет. Молодой, образованный, но решительный, он знал, ему предстоит стать не просто правителем, а судьей истории. Он начал с войны. Венгрия, Белград, Родос, Махач – города падали один за другим. Его армии двигались как буря. Европа впервые ощутила страх перед Востоком не как варварством, а как силой ума. Сулейман не разрушал, он подчинял. И там, где звучал призыв муэдзина, возводились храмы, дороги и суды. Он называл свои походы делом справедливости. Для него война была не ради славы, а ради порядка. Меч нужен лишь за тем, чтобы утвердить закон. Но его истинное оружие было не сталь, а слово. Сулейман вошел в историю как кануни, законодатель. Он создал систему, где суд стоял выше знатности, а закон выше меча. Даже визири дрожали, если нарушали справедливость. Он говорил, если султан несправедлив, падет трон и вера. При нем Османская империя стала не просто великой, она стала упорядоченной, где мусульмане, христиане и евреи жили под одним законом. И тогда в его жизнь вошла она, Роксолана. Украинская рабыня, ставшая его женой и царицей сердца. Она изменила все – двор, политику, его самого. Сулейман писал ей стихи, называл светом души и дыханием судьбы. «Ты – моя радость и печаль. Без тебя даже трон, кажется, пуст. Он нарушил традиции, женившись на ней, и впервые в истории гарем стал дворцом любви, а не власти». Мир удивился. Но Сулейман доказал, что величие не в холоде, а в человечности. И тогда в его жизнь вошла она, Роксолана. Украинская рабыня, ставшая его женой и царицей сердца. Она изменила все – двор, политику, его самого. Сулейман писал ей стихи, называл светом души и дыханием судьбы. «Ты – моя радость и печаль. Без тебя даже трон, кажется, пуст. Он нарушил традиции, женившись на ней, и впервые в истории гарем стал дворцом любви, а не власти». Мир удивился. Но Сулейман доказал, что величие не в холоде, а в человечности. В 1566 году, старый и больной, он снова надел доспехи и повел армию на Венгрию. Советники умоляли его остаться, но он ответил: «Султан умирает только в седле». Под городом Сигитваром его тело ослабло, но дух нет. Он умер в шатре, не дождавшись победы, и только великий визирь Соколлу Мехмед-паша сообщил о его смерти спустя дни, чтобы войско не ослабло. Сулеймана похоронили рядом с мечетью, которая и сегодня носит его имя. На его гробнице написано: «Здесь покоится тот, кто утвердил справедливость на земле». После него империя прожила еще 3 века, но уже никогда не достигала такого равновесия между силой и разумом. Сулейман оставил после себя не только крепости и законы. Он оставил идею, что власть без справедливости – болезнь, и что любовь способна изменить даже султана. Он правил миром, но главное, чему он научил – власть должна иметь сердце. История Сулеймана – это напоминание, что сила не в страхе, а в справедливости, и что величие – это когда даже император умеет любить. Поддержи видео лайком и подпишись на Лео Коста, чтобы мы вместе оживляли великие эпохи – от Аттилы до Акбара, от войны к мудрости.